Привет всем! Меня зовут Ната, и это моя зеленая история. Это продолжение самой эмоциональной истории в моем блоге, истории о Лаказии из супермаркета, которую я когда-то всерьез хотела отдать. В апреле у нее вырос новый красивый бархатный лист, а в мае он начал желтеть по краю. Я уже привычно расстроилась. Но вдруг из основания показалась трубочка нового листа и намек на еще один. В магазине случайно попался гумат калия. Решила попробовать совсем чуть-чуть. Подкормила все растения и уехала на 5 дней в другой город. Пока я гуляла по большому городу, любовалась яркими огнями ночного пейзажа и однажды поймала потрясающую небесную радугу после дождя. Мои зеленые друзья оставались дома. Конец мая выдался холодным и пасмурным, поэтому лампа работала по 4 часа в день, давая им немного света и тепла. Я переживала, но старалась не думать о худшем. Ведь эту подкормку гумат калия я использую впервые. Ранним июнем я вернулась домой. Солнце наконец пробилось сквозь тучи и заливало подоконник ярким, теплым светом. Сердце колотилось, когда я подошла к растениям. Живы ли они? Не пропало ли все за эти дни? Первый взгляд сразу на алоказию. И я замерла. Что это? Передо мной стоял совершенно другой цветок. Будто я встретила незнакомца, которого раньше никогда не видела. Вместо скромной кракозябры — мощное, уверенное растение. Новый лист вырос огромным, почти с мою кисть. Насыщенно зеленый, бархатный, с четкими прожилками, он выглядел по-настоящему царственно. Стебель крепкий, длиной почти с ладонь. Прежний лист все еще держался. Хотя края его продолжали портиться. Но самое невероятное ждало посередине. На стебле, слегка смотрящем вниз, появился странный цветок. Посередине пестик, вокруг суховатый лепесток. На вид скромный, неказистый. Но аромат, о боже, какой аромат! Насыщенный, травянистый, сладкий, чуть приторный. Я наклонялась к нему каждый день и просто вдыхала с закрытыми глазами. Это было настоящее чудо, о котором я не знала. Я не знала, что алоказии вообще цветут. А тут моя алоказия, с которой я не могла подружиться, зацвела. Я ее почти отпустила. А тут такой подарок. А потом я заметила еще одно чудо. Из земли торчал маленький, но уверенный росток. Эта детка,
Я не могла поверить своим глазам. Новая жизнь. Вот это да! Такого дива я не ожидала вообще. Иногда на растения действительно надо немного побубнить, чтобы они устроили тебе такой сюрприз. Подумала я. Начало июня выдалось поистине жарким. За окном установилась 30-градусная жара. Растения на подоконнике наслаждались летним солнцем, тянулись к свету и, казалось, радовались каждому дню. Через неделю я замечаю, что из земли появился новый зеленый росток. Не могу поверить, вторая детка. Теперь их две. Я опять с трудом верила своим глазам. Это было настоящее чудо. Маленькое, живое, невероятное. Сердце переполнилось таким счастьем и восторгом, будто мне подарили что-то бесценное. Но радость была недолгой. Кончик самого большого нового листа начал предательски желтеть. Совсем немного, но заметно. Это было ужасно. Этому бархатному красавцу едва исполнилось 2 недели, и снова эта желтизна. Сердце сжималось от тревоги. Корней в прозрачном стаканчике объемом 0,5 литра по-прежнему было немного. Они не заполнили пространство и сквозь стенки почти не просматривались. Я спросила Уи, что делать. Ответ пришел четкий. Срочно отрезать цветонос и пересадить растение в емкость хотя бы 2 литра. Мне стало жалко отрезать цветок. Каждый день я подходила, наклонялась и вдыхала этот сладкий травянистый запах, он мне безумно нравился. Я влюбилась в этот аромат и не могла решиться. А что бы сделали вы в такой ситуации? Пересадили бы прямо сейчас? Отрезали цветонос?